Всем привет! Сегодня в видео мы приготовим огромное Рафаэлло, весом целых 78 килограмм. Но давайте сначала посмотрим на оригинал. Нужно понять, что же там внутри. Разрезаем. И видим орех, затем идет много крема, вафельный шарик и самый последний это слой кокосовой стружки. Отправляемся в магазин. Мы купили 60 яиц, целое 10-килограммовое ведро сыра, сливочного сыра. Его вы могли видеть, например, в роллах. 7 литров жирных сливок. Четыре килограммовых пачки сгущенки. 10 упаковок маргарина. 15 килограмм муки. Кокосовая стружка 5 килограмм. 9 килограмм сахара, 2 ведра меда, а также белый шоколад, 80 плиток, 3 упаковки пергамента, и можно отправляться на кассу. Все эти продукты нам обошлись в 7500 гривен, в рублях это 20 тысяч. Перекладываем все это в машину. По дороге заехали в магазин и купили 6 килограмм миндаля. Он обошелся нам еще в 2500 гривен. Итак, первым делом нужно сделать вот этот вафельный шар. Замесим тесто для вафлей. Нам нужно 2,5 килограмма маргарина. Открываем его. Сбрасываем в кастрюлю. И ставим на огонь. Пусть растапливается. Открываем лотки с яйцами. Замешивать тесто будем в двух гастроемкостях. Поэтому берем и разбиваем в них 50 яиц. С помощью миксера хорошо их перемешиваем. Открываем сахар. И всыпаем по 1,5 килограмма в одну гастроемкость. Вливаем растопленный маргарин. И еще раз перемешиваем миксером. Мы посмотрели и поняли, что и в одну гастроемкость все влезет. Поэтому переливаем все содержимое. И последнее это мука. Открываем. И всыпаем 3 килограмма. В последний раз перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто для вафель готово. Но еще нужна карамель. Она делается очень просто из меда и сахара. Открываем мед. И вливаем около килограмма. Также открываем и сахар. Его пойдет целая 3-килограммовая пачка. Отправляем на плиту. И на маленьком огне все это само превратится в нужную нам карамель. Готово. А теперь возникает вопрос, как сделать так, чтобы в конечном итоге у нас получился ровный вафельный шар. Такой же, как и в оригинальной конфете. Лепить вафли мы будем в форме полусфер. Но где можно взять такую большую форму? Ответ был прямо у нас под носом. Это гриль. Откручиваем у него ножки и все лишнее. И получаем вот такую форму, на которую будем клеить наши вафли. Но, чтобы потом можно было их отделить, берем пергамент и оборачиваем им всю поверхность. А фиксируем обычным степлером. Вот так. Застилаем стол пленкой, чтобы не испачкать его в карамели. И ставим нашу форму. Берем вафельницы и наконец-то можно начинать. Наливаем немного теста посередине. Через минуту вафля готова. Поливаем ее жидкой карамелью. И приклеиваем к форме. Так нужно все это повторить еще очень много раз. Полусфера покрыта, но это только один слой. А чтобы она могла выдержать вес будущего крема, нужно хотя бы 4. Жарили и приклеивали вафли мы на протяжении 4 часов. Но форму пока не снимаем. Нужно, чтобы карамель окончательно застыла. Для ускорения процесса ставим вентилятор. Пусть обдувает. А пока наша вафельная полусфера высыхает, у нас есть время, чтобы немного отдохнуть. Запускаем игру, в которую я играл еще с детства, Warface. Warface – динамичный бесплатный онлайн-шутер для компьютеров. Warface – это красочная графика и низкие системные требования. Игра запускается почти на любом компьютере. Доступно более сотни видов современного стрелкового оружия. В Warface можно как сражаться с друзьями и с другими игроками, так и проходить совместные миссии во всех уголках планеты, которые включают в себя миссии в Припяти, Японии, Африке и Сибири. В Warface отличная графика.
графика, и постоянно добавляется огромное количество нового контента. Режимы, карты, появляется новое стрелковое оружие, которое по своим характеристикам и внешнему виду максимально соответствует боевому оригиналу. Поэтому го катку Warface вместе по ссылке в описании. А после регистрации вводи промокод Ванзай и получай крутые бонусы для легкого старта. Форма остыла. Переворачиваем ее. Разрываем пергамент. Вытаскиваем форму. А прилипшая бумага легко отстает от карамели. Все, первая полусфера готова. Она очень толстая и прочная. Весит вафельная полусфера аж 10 килограмм. Чтоб хватило на вторую, придется еще замесить тесто. Разбиваем яйца. Сахар. Перемешиваем. Вливаем растопленный маргарин. Перемешиваем. Всыпаем муку. И взбиваем финальный раз. Опять обклеиваем гриль бумагой для выпечки. Но в этой полусфере нужно оставить отверстие, через которое мы потом будем заливать крем. Поэтому на это место поставим кулинарное кольцо. И тоже обклеиваем вафлями в 4 слоя. Можно убирать кольцо. И вторая полусфера тоже готова. По-моему, они получились просто идеальными. Проверяем, чтобы они хорошо становились друг на друга. И да, все отлично. Можно переходить к крему. Для него нам нужно 4 килограмма сгущенки, 7 литров жирных сливок и 10 килограмм сливочного сыра. Ну и еще сахарная пудра. Начнем с сыра. Открываем его. И перекладываем в огромную железную кастрюлю. Далее сгущенка. Открываем. И все 4 литра выдавливаем в сыр. Все это будем перемешивать с помощью строительного миксера. Увеличивая обороты, превращаем все это в крем. Нам нужно 2 килограмма кокосовой стружки. Высыпаем ее в крем. Еще раз перемешиваем и понимаем, что этого не хватит. Для такого большого Рафаэла крема очень мало. Поэтому докупили еще 19 килограмм сливочного сыра и 4 килограмма кокосовой стружки. Это обошлось еще в 3500 гривен. В рублях это 10 тысяч. Открываем сыр. И перекладываем все в ту же кастрюлю. Сверху побольше сахарной пудры. Взбиваем. Переходим к сливкам. Откручиваем крышки и выливаем все 7 литров в другую тару. Чистым миксером все это взбиваем, начиная с небольших оборотов. Тоже всыпаем сахарную пудру. И буквально через 5 минут они становятся густыми. Выливаем их в огромную кастрюлю. И сверху высыпаем еще 4 пачки стружки. Финальный раз перемешиваем. И крем для Рафаэла полностью готов. Он кокосовый и очень вкусный, а из-за сливочного сыра еще и тяжелый. Зачерпываем его большой ложкой. И перекладываем нижнюю полусферу. Мы заполнили почти половину. Но все знают, что прямо посередине внутри должен быть орех. Давайте сделаем огромный орех. У нас 6 килограмм миндаля. Половина из него жареная. Пересыпаем все это в одну тару. Руками перемешиваем. Все эти орехи мы склеим в один большой с помощью карамели. Поэтому давайте ее сварим. Итак, для карамели нужны мед, сахар, сок лайма или лимона и немного воды. Сначала мед. Буквально 300 грамм. Открываем сахар. И всыпаем 1,5 килограмма. Пол чашки обычной воды и сок лайма. Ставим на плиту. И каждые 5 минут перемешиваем, чтобы весь сахар растворился. И у нас получилась такая карамель цвета ириски. Карамелью постепенно заливаем орехи. И перемешиваем, чтобы они между собой склеились. Карамель довольно быстро остывает, поэтому я буду перемешивать прямо руками. Выкладываем орехи в карамели на пленку. И руками пытаемся сформировать один большой орех в форме миндаля. Вкладываем его внутрь и вдавливаем в крем.
Теперь карамелью проклеиваем край первой полусферы. И накрываем второй. В местах, где не все герметично, промазываем карамелью. У нас осталась половина крема, которую нужно залить через верхнее отверстие. Но как это сделать? А очень просто. Берем толстую пленку, раскрываем ее. Наискосок отматываем бумажные полотенца и разогретым утюгом проходимся сверху. После чего пленка спаяна. Ножницами отрезаем все лишнее. И благодаря тому, что пленка двойная, получается огромный кондитерский мешок. Наполняем его нашим кокосовым кремом. Обрезаем кончик и через отверстие сверху заливаем. Осталось испечь еще 3 вафли и закрыть ими отверстие сверху. Переходим к шоколадкам. Их нужно открыть и поломать на кубики. Чтобы было проще, мы били их об стол, а затем открывали. Шоколадка уже была поломана. Продолжаем, пока не заполним миску с горкой. После чего отправляем ее на паровую баню. Чтоб шоколад быстрее растаял, перемешиваем. А пока открываем кокосовую стружку и пересыпаем в миску, чтобы потом ее было удобно брать и посыпать. Когда шоколад растопился, снимаем его с паровой бани и ставим возле нашей заготовки. Обмакиваем кисточку и мажем поверхность вафель. Пока шоколад не застыл, посыпаем его кокосовой стружкой. Она хорошо налипает. Удобнее делать это вдвоем. Один поливает шоколадом и размазывает, а второй посыпает стружкой. Рафаэлло почти готова. Осталось только заделать этот неровный стык. Набираем шпателем шоколадную белую глазурь. И замазываем ею стык. Ну и посыпаем стружкой. Гигантская Рафаэлло готова. Мы почитали все продукты, которые использовали. И весит она целых 78 килограмм. Делали мы ее на протяжении 3 дней. А стоит наша гигантская Рафаэлло целых 13,5 тысяч гривен. Или 35 тысяч рублей. Она просто нереально большая и должна быть очень вкусной. Но как ее попробовать? Разламываем верхнюю полусферу ножом. Теперь можно отломать кусочек вафли и обмакнуть во вкуснейший кокосовый крем. Это очень вкусно. И на Рафаэлло хоть и не один в один, но похоже. А если вы хотите, чтобы я еще приготовил что-то крутое и супер масштабное, то просто ставьте лайки. Сможете набрать 300 тысяч лайков за день? Если да, то мы продолжаем. Также не забывайте качать Warface по ссылке в описании, подписываться на канал и на Instagram. Всем пока!